Друзья, дорогие зрители, здравствуйте! Перед нами простирается очередная неделя свежего молодого лета, очередные 7 дней, полные надежд и свершений. Кажется, что все должно быть хорошо, потому что наконец-то оставил нас в покое ретроградный Меркурий, Луна растет, и такое время должно нам помогать в делах, в работе, в бизнесе, в заработках, в любви, в творчестве и в самосовершенствовании, в занятиях, в работе над собой. Но мы предполагаем новую неделю исключительно удачной, а о том, как она сложится в деталях для каждого знака зодиака, нам расскажут карты Таро. Начинаем традиционно, естественно, с Овна. Овны самые первые в вечном авангарде. Вечно овнам все достается. И самое трудное, но может быть и основные лавры. Так распорядился зодиак. Для чего не наше дело, почему не нам судить? Овны. Первая карта расскажет про жизнь овнов на следующей неделе. Прекрасно, прекрасно. Туз кубков выпадает овнам. Во-первых, тузы. Понятно, что само слово туз радует, ласкает ухо. Понятно, что туз всегда обещает что-то большое, большой подарок, большой шанс, большую возможность. Эта неделя, милые овны, вас осчастливит. Это может быть предложение, от которого вы не сможете отказаться. А дальше уже подставьте свой текст. Предложение о работе вам нужно, чтобы вы оценили сейчас радостно, как безусловный подарок неба. Это то, в чем вы нуждаетесь и чего вы правильно достойны. Вот уж овнам в следующей неделе явно отвесят по достоинству. Туз кубков, так считается, чаще всего обещает возможности и подарки нематериальные. Речь идет о чувствах. Приход туза кубков – это приход великой любви, великого чувства, возвращение старой любви, но тоже возвращение никакое попало, триумфальное. Это признание в любви, это признание, если не в любви, то как минимум в каком-то добром расположении. Карта обещает установление идеальных отношений с человеком или с теми людьми, которые сейчас особенно вам близки или особенно вам нужны. Туз кубков – это еще и карта примирений. Не пропускайте возможность с кем-то помириться, кому-то написать душещипательное и содержательное любовное письмо. И ждите подарков в любом виде. В основном чувственные, эмоциональные, романтические. Естественно, туз кубков может олицетворять собой или предрекать вам некую крайне ценную творческую идею. Если вот вы сидите перед раскрытой листом бумаги и просите небо послать вам хороший сюжет, достойный для романа, вот такой подарок тоже может прийти. Какие советы дает туз кубков? Не пропускайте свою, не пропускайте, будьте внимательны, щедры к себе, заранее установите себе высокую планку в том, чего вы достойны. Дальше, конечно, тельцы. Начало уже очень хорошее, но тельцы дальше, да. Для тельцов выпадает четверка кубков. Четверка кубков карта, знаете, не хорошая, не плохая, без окружающих. Ее называют иногда картой лени. Скорее, на ней всегда в традиционных колодах изображен человек, который скрестил ручки и ножки и ничего не хочет, никуда не двигается и от любых подарков судьбы радостно отказывается. Карта вот в таком коротеньком гадании спешит донести тельцам: будьте внимательны, вы что-то очень полезное, очень важное в жизни можете пропустить.
просто потому, что считаете, что сейчас вам это не нужно, или лень протянуть руку, лень это взять. Судьба может окружить вас самыми серьезными возможностями и предложениями материальными, нематериальными, любовными даже. А вы видите как? И на свидание не пошли, отказались, и предложение о работе забыли, на собеседование не сходили, и, может быть, даже сделку какую-то не заключили, отказались от гонорара. Четверка кубков описывает человека, сидящего в нерешительной и вместе с тем пресыщенной позиции. Такое ощущение, что тельцам сейчас всего очень-очень сильно хватает. По крайней мере, вы так думаете. И вам кажется, что если вы согласитесь еще на что-то, что-то еще возьмете, то это может оказаться для вас лишним. Но знаете, чем дольше мы всматриваемся в эту карту, тем больше я, наверное, вот с этим вот героем под деревом согласна, потому что лучше лишнее у мира не брать. Да? Лучше во всем знать меру, а наш герой явно знает меру, потому что если возьмете лишнего, потом это придется отдавать и в кратном размере. Ну, вы знаете, проходили уже, наверное, да? Поэтому не скажу, что это очень плохо, не скажу, не буду вас торопить, тельцы, берите шансы, что же вы зеваете, все мимо пролетает. Нет, не скажу. Пропускаете, значит, так надо, значит, по ощущениям, значит, чувствуете, что это для вас лишнее, избыточное. Близнецы. Следующая карта для близнецов. С овнами и тельцами мы разобрались. Близнецам достается значительно более бодрая девятка жезлов. Ну что ж, девятка жезлов, карта личной силы. Она зовет на подвиги. Она говорит, что у близнецов неделя будет полна свершений. И она призывает вас, дорогие близнецы, запланировать подвиг на каждый день. Вот буквально в неделе 7 дней. На каждый из них на определенное время, на 9, не знаю, какое вам подходит, там на 7. Пометьте подвиг у себя в ежедневнике, потому что вот эта девятка жезлов очень много дает энергии и той самой личной силы, смелость. Скорее удастся вам что-то сделать, на что вы прежде не решались. И здесь все у каждого свое. Может быть, вы наконец-то решитесь серьезно поговорить с начальником, чтобы вам зарплату подняли. Может быть, вы наконец-то переделаете кучу рутинной домашней работы, к которой прежде даже не стремились. Девятка жезлов описывает время полное испытаний и побед. Вот представьте, это время, когда вы буквально ощущаете себя героем. Девятка жезлов, естественно, советует браться за все дела, желательно самые трудные или даже пугающие. Преодолевать вам все придется в одиночестве. Карта эта очень непартнерская. Видите, здесь наш герой на картиночке одинешенек, потому что это его война. И никто ему здесь не враг и не друг. Жезлы очень даже деловая, рабочая, профессиональная масть. И девятка жезлов предполагает самоотверженный какой-то такой труд с энтузиазмом на рабочем месте. Она обещает и возможность найти новую работу, трудную, но очень-очень интересную. У меня основной совет для вас, близнецы, в дополнение к указаниям карты: следите за здоровьем. Достаточно спите и правильно питайтесь, потому что, знаете, подвиги совершаются только когда есть физические силы их совершать. Вы знаете, да, что нужен определенный запас прочности, запас здоровья, чтобы быть героем, а вы должны быть героями. Следующая карта для рака.
Мгм. Тройка жезлов. Ну что ж, тоже достаточно оптимистично. На тройке жезлов мы видим героя, который многого достиг, куда-то поднялся. Это отсылка к вашему недавнему прошлому. Карта говорит, что вы совсем недавно уже хорошо постарались и многого добились, получили то, чего вы достойны. Но вы добрались до определенной высокой точки, до определенной вершины. И дальше перед вами раскрылись горизонты. Тройка жезлов очень легко ассоциировать с карьерной дорогой человека. Много-много усилий поднимают вас на определенный уровень. Но вся прелесть в том, что с этого нового уровня открываются уровни и горизонты еще выше. Тройка жезлов – интересная карта, потому что сочетает в себе описание настоящего, прошлого и будущего. Она говорит, что идеально ваше настоящее, идеально ваше прошлое и в квадрате идеально ваше будущее, естественно, в заданном вопросе. Какой вопрос вы здесь задаете картам? Тройка жезлов более склоняется к каким-то социальным, взрослым, скучным рабочим делам. И она советует продолжать все, что вы начали прежде, давно или недавно, все, что, может быть, тормозилось по разным причинам, теперь должно перезапуститься, перезагрузиться, потому что и к вам пришли новые силы, и обстановка стала более радостной, более располагающей. То есть, если вы совсем недавно отложили грустно поиски новой работы, потому что никак, не ищется, нету, то, пожалуйста, с этого нового понедельника снова с чистого листа можете все это начинать. Строить дом, искать работу, восстанавливать отношения с любимым человеком, потому что прошлое ценно, но оно здесь немножко не имеет значения. Это карта новых возможностей, и это для вас, дорогие раки, неделя новых возможностей. Дальше львы. Львам достается опасная, хитрая семерка мечей. Вы знаете, какое бы гадание для разных знаков я не делала, какой бы период, какую бы неделю я не взяла, семерка мечей обязательно появится из колоды. Как вы думаете, почему? Вообще, мне кажется, что статистически эта карта чаще других выпадает в общих раскладах. Семерка мечей описывает сложные, запутанные ситуации, связанные с ложью, лицемерием и тайнами. Конечно, ложь и лицемерие – это то, что львы больше всего не любят. Это то, в чем вы максимально некомфортно себя чувствуете. Куда деваться? Вокруг-то вас другие люди. Да, семерка мечей предупреждает, что вас могут обмануть или попробуют это сделать. Семерка мечей предупреждает, что новые знакомства, новые связи могут быть не такими простыми, не такими однозначно полезными, как это кажется в начале. То есть это просто предупреждение для вашей обычной привычной жизни, и это грозное предупреждение, если у вас что-то новое примешивается к жизни, если вы знакомитесь на этой неделе с важным для вас человеком, если вам предстоит подписывать крупные документы, опять же, с неизвестными пока людьми, если вы идете на собеседование о новой работе и так далее и тому подобное. То есть все новое под особым прицелом этой злой семерки и попадает в зону особого риска. Поэтому будьте внимательны, не доверяйте слишком людям, даже самым милым, и проявляйте сами тоже какую-то определенную хитрость. Еще семерка мечей, у нее есть такой оптимистичный, параллельный смысл. Она говорит, что из самой сложной, самой запутанной ситуации сейчас
вы можете найти нестандартный выход. Что мучает вас, что лишает вас сна и аппетита, это решится, это может быть решено, но каким-то очень непростым, запутанным и неочевидным путем и способом. Многоходовый план нужен, многоходовый план. Не семерка мечей говорит, что не всегда самая прямая дорога самая короткая. Какая карта достанется блистательным девам? Появляется старший аркан, карта Шут для девы. Нулевой аркан, карта Шут или Дурак она называется. Посмотрите, как здесь актуально изображено вот расстояние между головой и туловищем у этого человека. Это очень-очень не случайно, потому что по Шуту мы теряем голову, вы теряете голову. Буквально в предстоящие 7 дней, в эту новую неделю, девам предстоит потерять голову. Что же такое должно рядом с вами произойти, чтобы вы свою такую крепко сидящую голову вдруг потеряли? Это может быть ощущение великого счастья, предвкушение большой дороги, это ощущение больших перемен. Карта Шут – это и смена работы, и смена дома, и дальняя дорога просто как переезд на длительное время. Карта Шут – это еще и возможность очень сильно, буквально до потери головы, влюбиться. Выбирайте, чего вы больше ждете, что вам больше подойдет. Ну или не выбирайте. Берите все вышеперечисленное. Вас же никто не ограничивает. Интересно, что советы дает карта очень выразительные. Ступайте, не отказывайтесь, будьте безрассудны, будьте безрассудно смелыми. Не слушайте тех, кто вас отговаривает или пытается удержать. Вам нужно сейчас куда-то шагнуть. И этот шаг, как тот самый выход из зоны комфорта, обязательно странный для других и пугающий для вас. Но если не шагнете, перемены все равно догонят вас, достигнут, но позже и будут более странными или более вынужденными, болезненными. Карта Шут благословляет деву на любые безумства и любые перемены в жизни, о чем бы для вас ни шла речь. Весы. Какая карта достанется весам? Семерка жезлов. Семерка жезлов, карта, очень бодрящая. Она описывает такую картину. Гонка за лидером. Гонка за лидером, где безусловный лидер вы. Посмотрите, наш герой вот здесь на иллюстрации с кем-то сражается, но его противники, его оппоненты значительно ниже, слабее, они где-то в яме. И по сути размахивает он своим жезлом, своим оружием, напрасно размахивает им в воздухе. Вообразили себе картину? Эта карта очень вдохновляющая, если вы сейчас в стане врагов, если вам так кажется, что все против вас и каждый сильнее, а тем более они все вместе взяты. Нет, утверждает семерка жезлов, вы всех обошли, вы всех опередили, вы что-то знаете и умеете и можете раньше других и больше других. Бояться вам нечего. Но карта и не призывает вас расслабляться, ни в коем случае, наоборот. Семерка жезлов, любые действия лучше, чем никаких. Она очень часто обозначает откровенно напрасную суету, откровенно пустые хлопоты. Даже если вы напрасно куда-то сходите, напрасно с кем-то поговорите,
напрасно потратите деньги, время и силы, это все равно зачтется в какую-то общую копилочку, в какой-то общий в какую-то общую копилочку, в какой-то общий результат. Поэтому ничего не бойтесь, не жалейте сил, не жалейте себя, старайтесь везде успевать и замахнитесь на то, особенно теперь замахнитесь на то, чего вы достойны. Следующая карта опишет новую неделю для роскошных скорпионов. Одна карта. Пока нам достаточно одной карты. Ну что ж, старший аркан вам достается. Отличная карта, очень жизнеутверждающая. Это карта умеренность. Она обозначает на таком тонком уровне, в таком вот масштабном смысле фрагмент, очень сознательный, ответственный и очень хороший фрагмент вашего жизненного пути. С картой умеренность в вашу жизнь приходят ее неотъемлемые составляющие. Вот представьте себе, мы вернемся к вопросу о том, чего вы достойны. Карта умеренность начинает большой, серьезный, отрезок жизненного пути, новую работу начинают, например, или новое дело для вас, новое творчество, новое призвание, учебу или новые отношения, а также жизнь в новой стране или в новом доме или в новом городе. Карта умеренность как будто бы успокаивает вас, знаете, со всех сторон и говорит, что все, вот именно сейчас и именно у вас все будет абсолютно хорошо, и все сойдется в свое время и на своих местах. Хорошо, если у вас на следующую неделю июня запланированы какие-то большие ответственные дела. Тогда вибрации вот этой карты, умеренность, гармоничные вибрации, все сглаживающие, все выравнивающие, будут очень уместны и очень во многом вам помогут. А если у вас таких крупных планов нету, то заведите их, время-то еще есть, потому что видите, как звезды готовы вам помогать. Карта эта хороша для дорог, естественно, для начала учебы и для начала семейной жизни, брака, например. А советы очевидно из названия карты. Она называется умеренность. И умеренной должна быть ваша позиция. Умеренно вы должны относиться к успеху или кажущимся неудачам. Умеренно должны снисходительно, лояльно относиться к добрым людям рядом и к тем, кто вам явно мешает жить. Вы должны быть сдержаны в словах, сосредоточены на своем, жизненном пути. Карта предлагает позицию Скорпиону довольно спорную именно для вашего знака, но все-таки позицию принятия мира таким, какой он есть. Хотя, может быть, и не спорно, может быть, я на вас наговариваю. Дальше, конечно же, у нас будут стрельцы. Стрельцам достается король Пентаклей. Да, король Пентаклей. Наконец-то кому-то выпадает большая денежная карта. А то я уж подумала, что начало июня совершенно провальное в финансовом смысле. Нет, стрельцов обласкает судьба деньгами. А вы чего хотели? Король Пентаклей – это лицо, физическое лицо. Карта это обозначает человека, мужчину,
полезного, здравомыслящего, который почему-то оказывается рядом. Может быть, не оказывается, может быть, он вообще сопровождает вас по жизни. Это щедрый начальник, который повышает вам зарплату. Это щедрый клиент, который делает какой-то большой заказ вашему свечному заводику. Это, возможно, ваш муж, который неожиданно больше приносит денег или более охотно заботится о семейном бюджете. Обращайте внимание на мужчин, могущих практически или финансово помочь, потому что они где-то есть, рядом как минимум один. Кроме того, король Пентаклей обещает просто хорошие доходы и вам, а также наступление какой-то необыкновенной или непривычной уверенности в будущем ваших денег. То есть назначение этой карты относительно денег, оно вот такое. Король Пентаклей – это тот, кто уже заработал, тот, кто уже скопил, тот, кто уже приобрел. И поэтому по этой карте идут и большие сделки, она вам рекомендует какие-то большие крупные покупки. По этой же карте возможно инвестирование денег в бизнес, собственный или чужой. Стрельцы на предстоящей неделе достойны денег. Займитесь делами, займитесь деньгами, и это будет уместнее всего. Козерог и следующая неделя июня. Для Козерога следующая неделя выглядит немножко ссорной, пятерка мечей, такая вот опасная карта, хотя у каждой колоды, вы заметили, да, совершенно своя энергетика. И вот эти карты настолько невинные, настолько легкие, настолько современные, что даже вот эта вот пугающая, грустная пятерка мечей здесь нас не пугает. Все достаточно весело, оптимистично выглядит. Пятерка мечей буквально обозначает вам ссоры, неприятные и бессмысленные, как, в общем-то, все ссоры на свете. Она говорит, что кто-то рядом с вами откровенно, открыто будет плохо себя вести. Вы услышите критику, напрасную, необоснованные претензии от начальства или коллег. Что хуже, это могут быть такие же острые разногласия в семье. Но просто так плохие карты из колоды Таро мы же не вытаскиваем. Каждая плохая карта или не слишком хорошая дают советы. И вот пятерка мечей такая же. Кстати, в моем Таро-календаре, мне кажется, про пятерку мечей я рассказала как-то особенно выразительно. Если вы еще не видели мой Таро-календарь, займитесь, посмотрите. Пятерка мечей советует вам в любую войну, в любой спор не ввязываться. Под этой картой категорически не рекомендуется открывать какое-то судебное дело, вчинять иск, например, потому что не выиграете, да и выиграть невозможно. Под этой картой не нужно вообще выяснять с кем-то отношения, с близкими людьми или мало знакомыми. Не нужно слишком отстаивать свои позиции, потому что под этой картой ваше впечатление, в том числе ваше ощущение собственной правды, будет очень-очень сильно искаженным. И за все дурные слова, которые вы скажете другим, вам скоро будет мучительно стыдно. Вот так вот. Общий совет для козерогов. Не ругайтесь. Просто не ругайтесь ни с кем. А если кто-то провоцирует ссору, уходите, прячьтесь, но только не отвечайте. Дальше карта для Водолея. Водолею достается карта Суд, опять же старший аркан. Там, где старшие арканы, мы выделяем особенные события или особенные впечатления, особенные перемены. Карта Суд
обещает Водолеям долгожданное и вместе с тем неожиданное, непредсказуемое событие. Вы услышите новость в любом виде. Это может быть письмо, звонок, телеграмма, какое-то личное сообщение. Это будет новость, которая вас буквально потрясет, как потрясает звук небесной трубы вот этих вот людей, которые страшного суда дождались. К чему готовит вас карта суд? К неизбежному принятию, понятию рока. Вот под этой картой особенно заметно мнение судьбы о вас, так скажем, идеи, затеи, задумки судьбы относительно вас. И эта карта часто, приход этой карты и соответствующих новостей часто очень сильно меняет ваши планы. Даже если ваш ежедневник расписан от понедельника до воскресенья буквально по часам, готовьтесь, что все будет иначе. Как минимум в один день на следующей неделе все пойдет совершенно не так. И я уверена, что ваши планы судьба подкорректирует исключительно в лучшую сторону. Ангелам всегда виднее, как все лучше для вас обустроить. Иногда карта суд в буквальном смысле имеет отношение к суду, к судам. Это может быть известие о назначенном судебном заседании, например. Или это может быть уже решение суда в вашу пользу или не в вашу. Там уж как карта ляжет. Но, тем не менее, это то, чего вы ждете, даже если подсознательно, даже если себе вслух об этом не признаетесь. И вас найдет то, чего вы достойны. И рыбы. Для рыб достается карта Маг, тоже старший аркан, первая самая карта. Очень хорошая, счастливая, но до жути ответственная. Карта Маг представляет вам волшебника. Это появление волшебника в вашей жизни. Давайте с этого начнем. Это та самая фея крестная, которая далеко не всегда и не ко всем прилетает. Это та самая фея крестная, которая украшает, расцвечивает вашу жизнь и помогает вам в самых-самых сложных делах, в самых сложных начинаниях. Видите, здесь волшебник с волшебной палочкой, а вам осталось только ему о желании своем рассказать, ну или на жизнь пожаловаться. Но, конечно, здесь у карты есть и другое значение. Этим магом или этой феей в своей жизни можете оказаться вы сами. И тогда вот эта вот вся ответственность и в то же время чудо выбора за собственную жизнь безусловно ложится на вас. Карта торопит, карта говорит вам принимать скорое решение, ничего не откладывать, ощущать волшебство в собственных ладонях. Карта говорит вам, советует вам дерзать, решаться на все, что вы прежде откладывали, потому что, можно в этой жизни найти бутылку и вызвать джина, и это прекрасно, мы все об этом мечтаем. Но, наверное, еще лучше оказаться джином, хотя бы на время самому. Вот такой сценарий карты вам предлагают. Кстати, маг, традиционно карта очень эгоистичная, и он, отчасти советует вам пренебрегать интересами других в пользу собственных. Но поскольку у вас в руках так много волшебства, поскольку на целую неделю к вам по эстафете в руки попадает волшебная палочка, может быть, вам тоже явиться какой-нибудь несчастной Золушке и тоже ей в
в чем-то помочь. Двойственность. Двойственность карты именно в этом. Она очень индивидуальная, она выдвигает, выпячивает, и это время выпячивает вашу индивидуальность. И говорит, будьте особенными, ни на кого не смотрите, ни с кем себя не сравнивайте. И в то же время должна быть щедрость. Вы должны вот эту волшебную энергию щедро направо, налево расточать, потому что иначе она переродится. Вы знаете, да, энергия никуда не девается, она только меняет формы. И вот эта вот волшебная ваша энергия, не израсходованная по назначению на добрые дела, обязательно развернется против вас. Очень активная неделя. Ну и теперь я хочу все-таки достать некоторым знаком зодиака по моему выбору, естественно, ту самую вторую карту. Вторая карта, которая нам что-то должна объяснить, пояснить. Это не обязательно смотреть, потому что я это делаю, может быть, отчасти и для себя, ну или для любителей, знаете, или фанатов. Как у любого гадания, у любого видео, как и у хорошего кино, да, должны быть свои фанаты, которые по косточкам каждую фразу разбирают, которые смотрят до нуля, до конца, просматривают титры, потому что им важна и музыка в конце титров, и сам фамилия, которая завершает список. Так и здесь я предлагаю вот эту часть видео посмотреть только самым отчаянным фанатам, которые хотят докопаться, что-то вскрыть. Во-первых, вот для овнов я хочу достать вторую карту. Туз кубков. Это вам подарок выпадает. Но о чем? Какой? Может быть, более детально карта ответит. А может быть и нет, мы тут не знаем, да? Угу. Нет. Принципиально карты не отвечают. Ну, старший аркан, все серьезно. Луна. Тайна. Вот эту тайну лучше сохранить. Карты так решили. Вселенная так решила сохранить эту тайну от вас. Но тайна большая и подарок не мелкий. Все очень-очень непросто. А еще, конечно, туз кубков про любовь, про чувства. И Луна тоже про любовь, про чувства. Поэтому более я склоняюсь к версии о романтическом происхождении этого чуда. Более я думаю, что овнам достанутся большие чувства, признание в любви, какие-то приглашения на свидания и новые романтические знакомства. Кстати, Луна и туз кубков очень-очень часто уверенно обещают беременность. Вот так вот, как хотите. И тельцам тоже хочу достать вторую карту, потому что мне не очень понятна позиция отвергающая, какая-то очень пассивная. Я спрошу для тельцов, вот здесь достану вторую карту, что именно вы рискуете, тельцы, пропустить? К чему вы ручку-то не протянете? Это очень даже логично. Угу. А ко всему, говорят карты, видите, а ко всему, как мы уже догадались, да? Четверка жезлов выпадает, малое колесо фортуны. Четверка жезлов просто такая легкая, идеальная, везучая, и обещает она все. От свадьбы до крупного денежного выигрыша. И вот в такой паре карты говорят, что тельцы просто не согласятся впустить праздник, счастье, везение в свою жизнь. Откажетесь от одного, то дело в том, что ведь в нашей жизни, во Вселенной все перетекает одно в другое. И все очень сильно одно с другим связано. Вы откажетесь от чего-то одного, например, от какого-то знакомства, а там, может быть, и деньги были, и дороги были, и какие-то жизненные перемены, и особое счастье реализации. Понимаете, да?
Но в самом прикладном смысле карты говорят, что вы отказываетесь от праздника, от веселья, от увеселения, а возможно от какой-то веселой дороги, веселой поездки. Тельцы, ну да, традиционно не считаются самыми веселыми людьми зодиака, да? Но здесь как-то это уж совсем перебор. Легкую удачу судьба вам предложит, а вы просидите со сложенными ручками. Поэтому, может быть, тельцам стоит смотреть как-то, ну, легче, что ли, на жизнь. И легче говорить «да», и легче с счастьем соглашаться, и легче приглашать в жизнь интересных людей. Для льва тоже хочу вторую карту достать. Вам выпадает лицемерие, обман. От кого? Нет, карты категорически не оправдывают сейчас моих притязаний. Обратили внимание, да? То есть, по сути, более точные, детальные интерпретации раскладу они не дают. Так и здесь. Ну, видите? Категорически колода отказывается отвечать, потому что выпадает вам буквально титульная карта. В некоторых колодах я действительно держу титульные карты, потому что хочу, чтобы карты иногда не отвечали, чтобы у них тоже была возможность иногда не отвечать, чтобы у них тоже был выбор. Ну вы знаете, если смотрите мой канал, я против насилия во всех видах и над кем бы то ни было. И вот так я даю картам право отдохнуть и отказываться отвечать. А в целом же, если нет у нас такой детализации, я вам скажу, милые львы, значит, держите ухо востро во всем. Во всем. Нет той точки, где вы в опасности под прицелом обмана или обманщиков, мошенников. А это значит, что нет и той точки, где вы в безопасности, в полной. Поэтому на всякий случай присматривайтесь, прищуривайтесь ко всему, на все. Особенно, как я уже сказала, если это новая обстановка, новый город, новые люди, новая работа, новые идеи. Вот. Потому что такие вот противные мечи, естественно, опасны для всего нового, потому что в привычном окружении или в привычных местах мы, в принципе, уже подводные камни знаем, и знаем все броды, да, и знаем про людей, кто чего стоит. А когда новый человек перед вами, вы по наивности, по доброте душевной можете кому-то поверить и потом обманетесь. Вот это вот помните. А также кому? Я думаю, что, наверное, у нас нуждаются в том, чтобы получить вторую карту, у нас нуждаются козероги. Потому что тоже здесь есть пятерка мечей, ссорная. Иногда, кстати, эта карта, после того, как появляется в личных, персональных гаданиях, может проигрываться очень плохо. Ну, знаете, прям вот очень плохо. Самыми-самыми неприятными вещами, особенно если в какой-то такой сомнительной паре. Карты влияют друг на друга. Итак, Козерогу поясняющая карта. Ну, вот здесь уже более, конечно, конкретно и понятно. Виктория вам выпадает. Шестерка жезлов. Это карта победы, безусловно. Ссора из-за победы. Смотрите, какой простой сценарий. Ну, даже смешно об этом говорить. У вас
будет какая-то очевидная победа на следующей неделе. Знаете, что значит очевидно? Это когда раздаются аплодисменты. Это когда вы, ну, не для себя где-то там победили внутри себя. Это когда вас поощрило начальство, когда вы выиграли какой-то приз, когда вы, очевидно, ну вот, отхватили удачу, получили то, чего вы достойны. Давайте вернемся к теме программы. И, естественно, это замечают добрые люди, которые вами гордятся, кто-то будет вами очень гордиться и даже хвастаться вами перед знакомыми. Но также это замечают и злые люди, плохие, которые бросаются завидовать и вашу вот эту победу хотят обесценить, как-то дискредитировать, ну или хотя бы испортить вам настроение. А еще вот эта пара карт очень поддерживает, знаете, такую пословицу или это какое-то народное выражение: чем похвалишься, без того и останешься. Потому что успех, который вот с шестеркой жезлов приходит, вы сами не можете игнорировать. И вы неизбежно его показываете. Это может быть новая вещь, или новая работа, новая покупка, или новый жених, в конце концов, какой-то завидный. И вы его идете показывать подругам, родственникам, выставляете в Инстаграм. Вообще хвалитесь, ну, везде, где мы только можем сейчас похвалиться. И, естественно, наживаете вот такую вот реакцию. Кому-то якобы не нравится, кто-то якобы в претензиях, кто-то якобы недоволен. И здесь предусматривается некая двойственная позиция, что ли, для вас, для Козерога. С одной стороны, успешными быть правильно и хорошо, и к успеху надо стремиться. А с другой стороны, надо понимать, что чем вы успешнее, чем вы больше вы добились в карьерной лестнице или просто в жизни, в социуме, среди других, тем больше у вас будет так называемых хейтеров, людей, которые обязательно попробуют ваш успех принизить и очернить. Я вам все рассказала, надеюсь, что вы готовы и с успехом такие испытания недели примите. Спасибо.